Приветствуем наших подписчиков и гостей канала Эзотерика для тебя. Друзья, мы вас всех приветствуем в изобилии и достатке. Сегодня в этом видео мы, друзья, уделим внимание 22 февраля 2022 года. Поговорим о том, что же нельзя делать в эту зеркальную, магическую, мощную по своей энергетике силе. Обязательно просмотрите это видео от начала до конца, для того, чтобы не повторить тех или иных ошибок. Ну и, конечно же, чтобы привлечь в свою жизнь изобилие, достаток и благополучие, а также заложить основы для своего будущего. Итак, друзья, 22 февраля 2022 года нас с вами всех ждет, наверное, одно из самых грандиозных энергетических событий. Такого в нашей жизни больше не повторится. 22 февраля 2022 года открывается портал возможностей. И мы с вами, благодаря этому порталу, который откроется на планету Земля, мы с вами можем получить огромный заряд света, огромный заряд энергии, а также получим вот ту энергию, с помощью которой мы сможем осуществить все наши истинные желания. И вы знаете, вот с 22 февраля начинается мистический коридор трансформаций. И этот коридор, вот мы 22 февраля с вами запустим определенные действия, определенные шаги, которые еще будут длиться несколько лет. Дело в том, что на нашу планету Земля придут высокочастотные волны энергии новой частоты, которую запускают активацию в нашем ДНК, информацию о единении теневых и световых аспектов жизни, в принятии всего, что мы привыкли разделять. И вот эти энергии помогут нам трансформировать и запустить мощные волны преобразований и новых возможностей в телах тех, кто готов к этой трансформации. Уверяем вас, кто смотрит наш канал, те точно ищут истину, которые такие люди пытаются понять, что же происходит на самом деле, к чему же нужно идти, почему нельзя зацикливаться на тех или иных материальных благах, и их точно ждет волна преобразований. Вы знаете, 22 февраля 2022 года все об этом говорят, и мы еще раз хотим сделать на этом акцент, наступит уникальная зеркальная дата. Конечно же, ее еще называют по-другому, как День шести двоек. И комбинация таких цифр, которая наступит у нас 22 февраля, одинаково читается с обеих сторон, а также носит название даты палиндрома. Подобные совпадения случаются очень-очень редко. Например, в текущем тысячелетии насчитывается всего 60 зеркальных дат. И 22 февраля 2022 года это одна из них, это та дата, это тот день, когда мы с вами можем изменить свою жизнь кардинально. Друзья, осознайте, пожалуйста, это. Поэтому в этот день, 22 февраля 2022 года, вы можете проводить ритуалы, практики, загадывать желания, поскольку энергетика этого дня несет перемены и положительный вектор на будущее. Поэтому очень важно, чтобы вы в этот день были в прекрасном расположении духа. Очень важно в этот день проводить практики, ритуалы на изменение себя, на привлечение изобилия, на привлечение денег, достатка, благополучия, удачи, успеха, всего того, что вы считаете важным и нужным для себя. Что же нужно сделать в этот день, 22 февраля? Этот день еще нужно понимать, что в этот день все звезды сойдутся. И во многих делах и начинаниям вам будет сопутствовать удача и благословение Вселенной. Обращаем ваше внимание, что если 22 февраля у вас появилась какая-то идея, например, вы поняли, осознали для себя, решили, что вы хотите заниматься именно таким бизнесом, открывать, например, магазин или какие-то открывать услуги,
Знаете, это вас подталкивают высшие силы. Ваши вибрации и вибрации космоса соединились, объединились и вас подталкивают, чтобы вы начали, например, работать на себя, чтобы вы могли сами контролировать свои доходы, свои расходы, а не зависеть от дяди. Обязательно 22 февраля постарайтесь составить планы на будущий месяц. Желательно, конечно, сделать на 5 лет вперед, на пару лет, на год и помесячно. Конечно, возможно, вы только к этому идете, и вам, скорее всего, будет сложно. Но если вы уже начнете, хоть напишите, то, как вы видите на данный момент, это лучше, чем ничего. Также 22 февраля 2022 года сходите обязательно в спортзал, в кино или на СПА-процедуры. Попробуйте 22 февраля наладить отношения с теми, с кем давно пребываете в ссоре или случайно потеряли связь. Именно этот день активации и отношений между людьми. И здесь мы не имеем в виду именно отношения как мужчина и женщина, как любовь, а также отношения между близкими людьми, между родственниками, между теми, кому действительно важно, чтобы вы общались. Это могут быть и родители, дети, внуки. Возможно, ваша соседка, которая на вас обиделась из-за того, что вы не так на нее посмотрели или, например, не пригласили ее в тот или иной день на чашку чая или кофе. Бывает такое? Конечно, бывает. Далее обязательно 22 февраля загадайте желание. Все-таки зеркальная дата, магический день. Очень много несется, даже не идет, а несется энергия из космоса. И все ваши желания, все ваши мечты обязательно сбудутся. Конечно же, в этот день есть и определенные запреты, которые нужно выполнять и исполнять для того, чтобы этот день прошел благополучно и успешно. Итак, что же нельзя делать? Ну, во-первых, друзья, ни в коем случае 22 февраля мы с вами ни с кем не ссоримся, не конфликтуем, не стоит выяснять отношения с бранью и криками. Потому что именно в зеркальную дату наши с вами все слова, эмоции, поступки возвращаются к нам обратно. Знаете, подобно зеркалу отражаются на нас и на наших близких. Поэтому 22 февраля ни в коем случае не должно быть в вашей жизни уныния, зависть, злоба и другие разрушающие вас чувства. Если в этот день с вами ваши коллеги, соседки, друзья, родственники хотят ругаться, спорить, хотят выяснять отношения, постарайтесь им послать энергию любви, энергию изобилия, энергию радости. Сами улыбайтесь и говорите о том, что вы бы хотели этот разговор или выяснение этих отношений перенести на какой-то другой период. Если, например, в этот день молодая пара или пара решила расстаться, и кто-то стал инициатором, но это должно быть не на эмоциях, а в спокойном, в таком вот понимании того, что да, наши отношения изжили, и пора расходиться, пора расставаться. Тогда это даже будет очень здорово, и потому что вы пришли к этому вопросу осознанно, да еще и в такой день, когда потоки достаточно сильной энергетики идут из космоса. Это очень хорошо. Главное, друзья, чтобы это все было без эмоций, без криков, без злости, без зависти. Если вам в этот день сплетничают, и вы знаете, что вас сплетничают, просто улыбайтесь, просто возьмите им на интуитивном уровне, постарайтесь подарить им, например, цветы. Представляете, как вы им дарите, возможно, что-то то, что им надо и важно, чтобы вы в этот день находились вот в этой энергии любви, в энергии созидания. Закладывайте основы на будущее свое. Это очень важно. Если с вами хотят ваши клиенты ругаться, выяснять отношения, им что-то не понравилось, или они считают, что они неправильно перечислили деньги, или вы неправильно посчитали, обязательно извинитесь, скажите, что вы разберетесь, поймете, и вы найдете все точки соприкосновения, если надо, вы вернете деньги. Потушите обязательно в порядке пожар, любой пожар, который будет начинаться 22 февраля. И уже, друзья, на следующие дни, когда вы будете опять же общаться с этими людьми, вы увидите, что они не агрессивны, они спокойны. Потому что именно 22 февраля, знаете, будут две энергии.
плюс-минус или положительное и отрицательное, негатив и добро и так далее. И вот очень важно, чтобы вы брали все положительное со знаком только плюс, а не с минусом. Друзья, обращаю на это ваше особое внимание. И, конечно же, 22 февраля привлеките удачу и благополучие в зеркальную дату. Вы можете провести одну простую практику. Эта практика достаточно простая, вы можете провести в любое время. Главное, будьте в прекрасном расположении духа. Итак, выйдите на улицу и далее раскройте объятия навстречу Вселенной. Представляйте себе, что из космоса, из Вселенной, с неба идет поток изобилия, энергия любви, энергия радости, энергия созидания. И скажите следующие слова. 4 света стороны, 4 силы. Дайте мне сил на преодоление любых препятствий. Благослови меня, Вселенная, на добрые дела водой, землей, воздухом и огнем. Воистину, да будет так. После того, как вы сказали, обязательно поблагодарите высшие силы за то, что у вас есть в вашей жизни, а также обязательно поблагодарите себя, что вы есть сами у себя и есть близкие с вами люди. После этого идите заниматься своими делами. Вот такой, друзья, день 22 февраля 2022 года. Теперь вы знаете, что в этот день нельзя делать